Всем огромный привет! Сегодня у нас уже 10 января, и это значит, что пора работать, пора включаться. Праздники практически закончились, нам осталось в целом проводить Старый Новый год и начать полноценно работать. Но еще хотелось, конечно же, это с моей стороны выздороветь. Вот. Спасибо всем большое, тем мастерицам, тем людям, моим любимым подписчикам, которые пишут, спрашивают, где, как, почему, когда же будет видео. Я стараюсь, конечно же, снимать, я стараюсь связать, но почему-то до монтажа у меня времени не доходит. Во время Нового года готовки я очень сильно порезала свой палец. Я неделю вообще не вязала, потому что я порезала свой рабочий палец. Здесь уже ноготь отрос. Я просто его напополам порезала вместе с ногтем. Вот. Ноготочек уже отрос. Часть кожицы я тут отрезала. Не буду близко показывать, чтобы вас не пугать. И в целом я не могла вязать. Хоть и лейкопластырем заматывал, потому что это мой рабочий палец. Я когда вяжу, я всегда придерживаю полотно возле самой петли, чтобы вводить крючок, чтобы плотность была. Но, к сожалению, это у меня не получилось, поэтому я, в принципе, отдыхала, как и положено было на новогодних каникулах. Вот. У меня были планы 1 января выпустить новый мастер-класс, бесплатный мастер-класс, игрушки по одной схеме в виде котика. Я начала его вязать. В целом я уже связала мордочку. Это получается в коллекцию котик. У меня уже есть в коллекции котик чеширский, но мне хотелось связать его в стандартных оттенках. Сейчас что-то отсвечивает. Свет добавила, вроде нормально, хотя возле окошка. Мне хотелось связать стандартного котика, серенького. Но, здесь ушки я пришила немножечко, не то что косо, у меня был план такой связать, чтобы оно немножко смотрелось одно в сторону, а другое вроде как положено. Глазки обычные, ниточкой вышила зеленый цвет, но из этого котика превращается кот Матроскин. Вот. В целом схемка обязательно выйдет. Мне надо только довязать его и напечатать. Шапочку, я думаю, я сделаю обычный мастер-класс, кусочек видео отсниму и прикреплю к этому мастер-классу. Потому что шапочка это вяжется, как классический вариант. Уже, наверное, все знают, как вязать шапочки клиньями за заднюю стенку петли, если вы хотите такой вот узор. Вязала обычными столбиками с накидом. И все. В целом у меня есть на канале, я как-то уже вязала, может 2 года уже есть. На такую шапочку с ушками, тоже с клиньями. Я могу оставить мастер-класс, вдруг, может, кому-то понадобится вот сейчас вязать. Можете связать. Там качество видео, конечно, не очень, потому что мой путь только начинался в видео на ютубе, поэтому качество картинки будет не очень. Я снимала вечерами, и ночами, и под лампой желтой, поэтому я надеюсь, вы поймете. В целом, в общем, ждите мастер-класс, описание на кота Матроскина, либо просто котика. Будет в бесплатном доступе в группе ВКонтакте в печатном формате. Вот. Ссылку на группу я оставлю, проходите, подписывайтесь. И скоро уже будет мастер-класс. В чем причина остановки этого мастер-класса? Я начала вязать, точнее, мне заказ пришел давно, где-то, давно, в конце декабря попросили взять заказ на игрушку. Я сразу же предупредила, что заказ будет отправлен не раньше, чем после Рождества. Заказчика все устроило, поедет в Ставрополь. Игрушку я уже связала, осталось там маленькие детальки. И сейчас вам покажу. В целом я не смогла отказаться от этой игрушки. Я думаю, вы сейчас поймете, почему. Кто уже наблюдает за сторисами, то я думаю, уже вы поняли, о чем я говорю. И вот этого большого красавчика я не торопилась, вязала, так как неделю я пропустила. И можно сказать, что связала его не торопясь за 3 дня.
Проблемы были с крыльями, не буду скрывать. Сначала начала вязать с проволокой, потом начала вязать без проволоки. Ошибка моя была, что я не в ту сторону пошла вязать. В общем, методом проб и ошибок, куча вариантов пробных, я все-таки связала эти крылья, но пришила, конечно же, не как в мастер-классе, потому что я в целом связать связала и пошла кино смотреть, а пришивала уже немножечко по-другому. Ну, в целом игрушка этого не портит. Крылья на месте. И вот такой вот красавчик у меня получился. Размер у него примерно 30 сантиметров с хвостиком. Мастер-классы также вышиты были бисером. Все, что нашла у ребенка с черного цвета, взяла. Вышила бисером тоже. Глазки я не стала пришивать те, которые должны были в мастер-классе. Там они крашеные. Я сделала такие, но мне так не понравилось, как выглядит вживую, что я решила просто их связать. А капельки я сделала, даже акриловой краски не было, просто капельки из полимерной глины беленькие. Ну, в целом тоже. Главное, чтобы они были. И смотрится игрушка, конечно, круто. Лапки я сделала на шплинтовом креплении. Ручки я пришила. Хотя они тоже должны были двигаться, но решила их пришить. А крылья на проволочном каркасе. Вот единственное, что мне не нравится, когда торчат эти уголочки. Вроде ниточками прятала, но это вот так вот идет. Вот. Осталось доделать глазки, бровки и все. И сегодня как раз таки буду уже отправлять. Заказчику все понравилось. Мужчина заказал племянницы и поедет. Вязала я его из пряжи Yarn Jeans. Даже не поняла, сколько у меня ушло мотков, потому что у меня было на остатках там 2 маленьких моточка, потом я новый начала. Ну, в целом до 2, может 2 мотка, не больше точно уходит на такого красавчика. Вот так вот. Ой, игрушка мне очень нравится. За такую игрушку я взяла 2500 рублей. Все, заказчики сразу оплатили за, ну, сразу же 100% плату внесли и доставку. И сейчас пойду уже на почту. Вот. Если еще закажут такого беззубика, то я обязательно его свяжу. Мне бы хотелось еще связать и помучиться с этими крыльями, чтобы они уже отскакивали, как сказать, на зубок. На самом деле схемка не сложная. Надо просто вникнуть, понять, попробовать как бы черновой вариант, а потом уже вяжется намного проще. Вот, это первая игрушка этого года. Первая игрушка. Все, у меня каждый год начинаю вести отчет по игрушкам, сколько игрушек было связано за месяц, но потом, когда начинаются оптовые заказы, это уже все забрасывается. Надеюсь, у меня все получится, и в этом году я все-таки хочу посчитать, сколько игрушек у меня связалось за весь период. Так, дальше что у меня еще есть? Так, ну что, у меня 2 процесса, 2 таких тайных проекта, который один проект я уже вяжу с весны, все никак не могу его закончить, я уже все купила для этого, но вот так вот получается, что никак не могу дойти. Но надеюсь, что январь как бы всегда, ну, по крайней мере, у меня пустой, так сказать. Ну, есть такие небольшие заказики, но он пустой в основном. И так получается, точнее, и значит, что это значит, что время будет больше на уделение всяких своих проектов, продвижений. И хочу закончить. Эти 2 проекта будут совмещать с друг дружкой. Надеюсь, очень надеюсь, что я все-таки закончу. Пока показывать не буду. Ну, один проект вы уже однозначно видели, также весной я его вязала. Эту игрушку я уже продала, на которой я планировала мастер-классы. Сейчас начала еще, и все как бы движется к этому, что скоро будут новые видео, новые новиночки, и в целом, я надеюсь, я не пропаду. Так, а сейчас процесс у меня, вяжу еще одного беззубика. Брелочек это. Мне попросили связать брелочек в размере 5-6 сантиметров беззубика. И я вот в
целом пока только начала вязать. Ну, уже 5 сантиметров есть, еще в целом 6 сантиметров. Там утяжка будет, плюс рожки и крылышки, чтобы размахом не больше 5 сантиметров. Надо будет уточнить, это в 2 стороны или каждые 5 сантиметров. Вот. Вяжу брелочек, тоже поедет в другой город. Такой маленький совсем заказик. И все, пока на этом у меня все. Сегодня у нас среда, 10 число. Да, второй день ребенок у меня пошел в школу, уже потерялась во времени. И вязовлог выйдет, наверное, в воскресенье. Так что до новых подключений, до связи. Девочки, всем огромный привет, новое подключение. Знаю, что обещать это мое любимое слово, что вязовлог выйдет 19 числа, но получается пришлось немножко сместить выход, потому что у меня готов мастер-класс на лисичку, вы ее давно уже видели, давно уже ждали, и поэтому как раз таки подключаюсь сегодня, и сегодня ВКонтакте выйдет пост, что мастер-класс можно приобрести со скидкой, и скидка будет действовать 3 дня. Так, это такой небольшой анонс наперед. А сейчас я отправила Беззубика уже к заказчику. Беззубик уже практически доставлен. Немножечко была задержка на почте, ну, как обычно в сортировочном центре. Но в целом посылочка отправилась дальше. Дальше у меня готов маленький брелочек, который у меня заказывали Беззубика. Просили связать его в размере 10 сантиметров. Не по мастер-классу, пришлось уменьшать. И поэтому предоплату я на этого Беззубика не брала. Когда я связала заказ, сфотографировала, отправила заказчику, заказчик у меня спросил про гарантию доставки. Я немножечко не поняла, переспросила. Я говорю, в смысле гарантию доставки? Человек переживает, что я не отправлю ей заказ. Переживал. Она сказала, что у меня был плачевный опыт, то, что я заказала игрушку, а заказ мне таки не отправили. И предложила мне 50% она оплатит сейчас, а 50% она оплатит после того, как она получит игрушку. В целом за этот брелочек я взяла 400 рублей. Такая символическая сумма, потому что мастер-класса на этого игрушка не будет. Связала на одном дыхании, и то, что размер маленький, небольшой. В целом 400 рублей, думаю, такая цена на такой брелочек подойдет. На то, что, честно говоря, мне было не очень приятно, когда мне предложили такой вариант, так как это такой небольшой намек на мошенничество, на обман. То есть я не супер прям пупер популярный вязальный блогер, либо мастер, но как бы подписчиков у меня ВКонтакте хватает, и на Ютубе у меня достаточно большое количество подписчиков, и чтобы портить себе статистику, портить себе авторитет, да, в вязальном мире, и за 400 рублей, чтобы у меня заказали игрушку, я вот за 400 рублей и не отправила. А в целом на то, что я ответила, что извините, я так не работаю, и портить себе, да, вот сейчас чихну, портить себе за 400 рублей как бы не очень хочется. Если вам нужна эта игрушка, вам нужен этот брелок, то вы купаете полностью, я отправляю. Если же нет, то извините. В целом пусть этот брелочек останется у меня, он продастся. Так что, если вдруг кому-то нужно, брелочек в наличии 400 рублей. Так, ну, в общем, игрушка остается у меня дома. Неприятная ситуация. Пошла человеку на уступки, не взяла предзаказ, но может быть, и не зря не взяла, точнее, правильно сделала, что не взяла предзаказ. Боженька, может быть, меня уберег от такой ситуации, чтобы потом не было никаких возвратов. Я не люблю вот это вот делать. Как бы у меня небольшая примета есть. Если ты вернул денежку, то месяц будет плохой. Вот. Ладно, не будем о плохом. Брелочек со мной. Может быть, и себе оставлю. Я как раз-таки тоже хотела себе на ключи такой. Поэтому малыш остается дома. А дальше у меня готов котик. А в целом можно связать его просто как котик.
обычный котик, серенький, да, у нас полосочку. И в целом потом можно будет связать его как котик Матроскин. Вот. Мастер-класс также уже вышел, он есть в группе ВКонтакте в формате печатной версии, без видео, игрушки по одной схеме, сложности в этой игрушке нет, схема простая, а никаких сложностей, никаких там прибавок, убавок, все по классике, прибавка, убавка и столбики с накидом. Единственное, что я сделала, это небольшую утяжку в глазиках, ввела иголку под мордочкой, вывела ее, ну, с краешку глазика, захватила, вывела второй и захватила второй глазик и вывела тут же здесь, затянула и завязала. Но это классическая также утяжка, можно любые утяжки посмотреть в интернете, как делать, как правильно их потом прятать и оформлять игрушки, в общем. Я не думаю, что какие-то сложности. Зайти в Google, посмотреть какую-то информацию и выучить для себя определенные стандартные вещи. Очень много пишут, что такое КА, как сделать прибавку, как сделать убавку. Значит, я когда училась вязать, я сначала, ну, я как бы открывала мастер-класс, находила какие-то непонятные для меня символы, то же самое, что такое К, но самостоятельно искала и училась, как вязать. А тут есть такие мастера, прям просто... Я прям негодую, что такое К, а как сделать К. Девочки, если вы учитесь вязать, это не означает, что любой мастер-класс должен носить в себе уроки вязания. Это печатная версия мастер-класса для тех, кто уже умеет вязать. То есть это не упрек, это для того, чтобы вы понимали, чтобы быстрее научиться вязать, нужно тоже вкладывать свои силы. Как правильно вязать, как правильно делать все, ну, все стандартные вещи по вязанию. Вот, потому что не всегда есть время отвечать, помогать, так как я вся в заказах, вся в мастер-классах, и отвечать на какие-то вопросы. Я некоторые комментарии вообще не вижу. Их мне ВКонтакте, также на Ютубе не показывает их. Поэтому какие-то, может быть, какие-то мастера и обижаются на меня, то что я не отвечаю, я их просто не вижу. Есть возможность, есть время, я всегда отвечаю. И когда мне пишут в личку, вот ВКонтакте в личку мне пишут люди, я им всегда отвечаю. А когда комментарии под какими-то постами, это очень сложно. Поэтому, если прям совсем непонятно, даже в Гугле, напишите мне ВКонтакте. Я всегда отвечу. С задержкой, но отвечу. Так. Немножечко подвину, у меня тут сдвинулся мой стул. Ой. Снимаю на кухне, все люди спят у меня. Так, в целом вторая игрушка у меня уже готова. Так. По поводу мастер-класса лисички. Эту лисичку вы уже видели. Я такую лисичку вязала только без юбочки. Это формат лисички, как зайка у меня Виолетта. Здесь схема одинаковая зайка, зайка, которая с плюшевыми ушками. Вставлю вам фотографию. Вот. Маленькая повязочка на голове снимается, но в целом я рекомендую ее пришивать, потому что если детки будут играться, она обязательно потеряется. Вот. Можно сделать и повязку из 5 листочков, можно сделать из 3 листочков, можно сделать вообще большую. В общем, это все по желанию. Игрушка выглядит вот так. Размер у нее 22-23 сантиметра. Вязала крючком кломера 2,25 полукрестиками. Поэтому, кто вяжет галочками, игрушечка может быть немножко получиться больше. Но в целом схема для всех будет понятна, ничего сложного здесь тоже нету. Я стараюсь вязать без всяких сложностей, без всяких там супер-пупер утяжек, каких-то вывязываний. Все по стандартно, все по классике. Ножки у нас связываются по ходу вязания, ручки также вязываются по ходу вязания. По поводу хвостика я его в мастер-классе не ввязывала, я его пришивала так, как здесь у нас идет ряд с вывязыванием юбочки. Но здесь уже будете смотреть сами по усмотрению. Будет ли удобно вам вязать его вместе с юбкой, ну там будет немножко некомфортное вязание в этом моменте, либо его потом пришить. Ну никаких сложностей пришить хвостик, я думаю, тоже не будет. Вот. Цветовую гамму также можно выбрать под себя. Я вязала я весной, поэтому
Цветовая гамма у меня такая нежная, светлая. Вот. Мастер-класс сам по себе будет стоить 250 рублей, но так как мастер-класс выходит первых 3 дня, как в принципе, как и у всех, первых 3 дня скидка будет, поэтому мастер-класс можно приобрести за 200 рублей. Вот так вот. Такие игрушки подходят так как и для маленьких деток 0+ и выше. Игрушку можно вязать как и для боксика, боксик для маленьких детей на выписку. Также к этой лисичке можно собрать наборы, погремушку и что-нибудь, держатель для пустышки. В общем, как сейчас модно собирать боксики с маленькими детками. Для маленьких деток. Боже мой. Все. Так. Вот так привязывается. Можно вот из 3, если сделать на бочок. Я, в принципе, сделала из 5. Пусть будет. Так, дальше у меня еще вяжется один мастер-класс по бесплатным схемкам. Я тоже, эта болванка уже связана у меня летом. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Так, куда положить ее? Вот эта вот болванка была связана летом. Также хотелось какого-нибудь яркого персонажа связать и выпустить мастер-класс, но руки не доходили. Вот я недавно пришила голову, и если вдруг кто-то догадывается, кто это будет, а что это за герой, этот герой из мультика. Мультик настолько старый, я думаю, все должны догадаться и понять, кто это такой. Вот. Кто догадался, пишите в комментариях, посмотрим, как вы справились с этим маленьким моим заданием. Отгадать игрушку. Вот. Так что на этом пока у меня все. Такие вот у меня продвижения. На следующей неделе вязовлог будет, ну, на следующих неделях вязовлог будет уже выходить ровно каждую неделю по выходным. Так что ждите. Не обижайтесь на меня, что выпускаю редко видео. Скоро все наладится. Все, пока-пока. Не забудьте поставить лайк, подписаться и написать какой-нибудь комментарий, если есть какие-то вопросики. Все, пока-пока.